Всем привет, это Иван Жданов, и сегодня 10 мая и 76-й день войны. Вот главные новости к этому часу. Хакеры уничтожили Рутуб, Аль-Джазира показала вагон с трупами российских солдат, а Путин вернул Россию в 90-е. Российские части не смогли переправиться через Северский Донец, а Байден подписал закон о ленд-лизе. Путинская армия продолжает искать бреши в украинской обороне, оказывает давление на разных участках Восточного фронта, но везде получает отпор, оставаясь на тех же рубежах или эпизодически продвигаясь вперед лишь на отдельных участках на 1-2 километра. Вчера сообщили о попытке навести понтонный мост через реку Северский Донец в районе Белогоровки. Путинская армия пыталась переправиться, чтобы затем попытаться окружить Лисичанск и Северодонецк. Но переправа была уничтожена украинской артиллерией. Вместе с переправой были уничтожены танк, бронированная машина, инженерная машина и даже катер. Тем временем украинцы продолжают контратаку под Харьковом. На этой карте мы показали весь ход этого последовательного движения. Сейчас украинские силы активно продвигаются вдоль реки Северский Донец к российской границе и все дальше оттесняют путинские войска от Харькова. Вчера снова обстреляли Одессу. Судя по всему, обстрелы ведутся системой «Бастион», установленной в Крыму. Но знаете, что самое чудовищное? Вот посмотрите, это. Путин возлагает цветы к монументу городу-герою Одессе. И буквально после этого ракеты летят бомбить город. Уничтожен торговый центр «Ривьера». Это что, какой-то важный объект, что ли, военный? Приказы о таких обстрелах выдаются заранее. То есть это была такая спланированная атака специально на 9 мая. Взять и разбомбить Одессу. Террористы настоящие военные. А в Нью-Йорке сожгли паровую мельницу. И нет, я не про американский Нью-Йорк, а про село под Донецком. Местная мельница пережила 2 мировые войны, но Путин уничтожил и ее. И будем надеяться, что в будущем здание восстановят, и местные жители решат, что там будет в этой мельнице. Бомбят и завод «Азовсталь». К 9 мая взять его штурмом, конечно, не вышло, но кольцо стягивается, и украинские защитники находятся в совершенно безысходном положении. Они держатся уже 2 месяца, но совершенно непонятно, согласится ли Путин выпускать их или захочет уничтожить и взять в плен всех украинцев в «Азовстале», если у него это, конечно, получится. Телеканал Аль-Джазира показал вагон-рефрижератор с трупами российских солдат. Украинская сторона сообщает, что это останки, которые российская армия не забрала. Вот так отправили солдат на бой и наплевать, даже похоронить по-человечески не могут. Хорошо, хоть украинцы пока хранят эти тела, и есть шанс, что они все-таки вернутся и будут захоронены как положено. Путин вернул Россию в 90-е. В буквальном смысле. Минфин прогнозирует самый сильный спад экономики нашей страны с 1994 года. По информации Bloomberg, ожидается сокращение ВВП сразу на 12%. Все это сведет на нет весь рост российской экономики за последние 10 лет. Вот так своей преступной политикой Путин разрушает все то, что строила вся страна много лет. А знаете, что еще строили много лет? А такой сайт, Рутуб. Типа убийца Ютуба должен был быть. Построили, конечно, полную, никому не нужную хрень, потратив на это кучу денег из бюджета. Но и Рутуб в итоге сломали, причем, судя по всему, капитально. The Verge пишет, что после вчерашнего взлома был уничтожен сам код Рутуба. Сервис пытаются восстановить второй день, но пока не могут. А вчера на концерте в Москве показывали фото военных лет. И в числе прочего показали вот эту фотографию. Это знаменитый снимок американских бандитов Бонни и Клайда. Им проиллюстрировали песню «Если бы не было войны». Концерт показывали по Первому каналу. Ну а что, все логично. Мы же помним десятки случаев, когда на военных плакатах в роли советских солдат были немцы, даже немецкие танки за советские иногда выдавали. Вот это реальное отношение к памяти героев Великой Отечественной войны. Нельзя сказать, что это какая-то вот такая вот случайная ошибка. Это реально раздолбайство, которое показывает, что им на самом деле
плевать. Это пиар, который для пиара сойдут любые фотографии. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Символично 9 мая. Теперь США смогут оказывать Украине еще более масштабную военную помощь. А тем временем немецкая оружейная компания Rheinmetall готова в ближайшие 3 недели начать поставлять 100 БМП Мардер. Но на это требуется решение немецкого правительства, которого пока нет. А из Италии в Украину уже приехали вот такие пожарные машины. Всего 45 штук. На фронте они не помогут, но будут полезны в городах, которые продолжают обстреливать путинская авиация. Борис Джонсон заявил, что Великобритания поможет Украине восстановиться от последствий войны. Премьер подчеркнул, что страна будет вместе с Украиной так долго, как потребуется. Продолжается работа и по санкциям. Сегодня Макрон проведет телефонные переговоры с главой Венгрии Орбаном, который пока намерен блокировать решение Евросоюза об эмбарго на российскую нефть. Ну, надеемся, что звонок Макрона в этот раз хотя бы что-то решит. Что интересно, что французы сами угорают с этого мема про звонки Макрона. Каждый день мы выпускаем наши новости, а вы напишите, пожалуйста, комментарий, поставьте лайк, распространите эти новости, сообщайте нам о каких-то важных событиях. И сегодня у нас в 19 часов будет стрим вечерний, а мы увидимся с вами завтра в это же время. У новостей появился временной слот, 12 часов, увидимся.